Привет, друзья! Вы на канале об украшениях Ирен Адлер. И сегодняшнее видео будет, по сути, ответом на один из ваших вопросов, заданный в комментариях. Вопрос был следующим. Как подружить серьги и колье, ну или любое другое украшение на шею? Это действительно вопрос важный, потому как эти два украшения у нас находятся в портретной зоне возле лица. Это такое украшение, которое будет всегда на виду. И я хочу это видео даже немного расширить, потому как покажу вам такое одно основное правило. Скорее всего, это правило такое композиционное, и по нему вы сможете подбирать не только эти два украшения, но и все, что на вас надето. И обувь, и какие-то принты в одежде, аксессуары. В общем, все, что на вас есть, подвергается вот этому вот правилу. Сделаю сразу в начале видео ремарку, такую некую отсылку на современность. А именно, носи что хочешь, нет никаких правил, все можно, все разрешено. Но, несмотря на вот это все, мы стараемся, чтобы наш образ выглядел все-таки более-менее как гармоничным. Давайте будем начинать сегодняшнее видео. Я постараюсь показать, конечно же, все примеры на себе, с учетом одежды, с учетом того, что у меня есть. И я надеюсь, что в конце вы поймете эту основную мысль, которую я хочу до вас донести. Так, я сниму микрофон, потому как буду переодеваться и буду стараться его держать, чтобы все-таки звук был более-менее нормальный. Давайте я начну с ответа на конкретно поставленный вопрос и посмотрим с вами на разные варианты сочетания колье и сережек. Я сережки очень люблю, причем я люблю их вот таких вот макси-размеров. И, конечно, при таких размерах сережек я не ношу никогда украшения на шею, практически никогда. Во-первых, серьги очень акцентные, длинные и достают уже до декольте, до вот этой вот зоны, где находится колье. Поэтому колье здесь уже будет лишнее, потому как мы видим перегруз вот в этой зоне. Слишком много здесь всего находится. Так, смотрите, я теперь надела к этим серьгам украшения на шею, вот такие бусы. И вы видите, что они достают до самого колье и практически с ним сливаются. То есть это колье здесь лишнее. Хотя кто-то может сказать, что почему бы и нет, все красиво. И действительно, красиво это может выглядеть на экране ваших телевизоров, компьютеров, где вы меня смотрите, потому как камера съедает все. А когда вы выходите в жизнь, среди людей, вот в таком образе, то мозг наш работает так, что он считывает весь образ целиком. То есть люди вас видят от макушки до конца, до кончиков ваших каблуков. И если вот здесь вот что-то много, а где-то чего-то мало, то сразу вот это вот исчезает, это чувство гармонии. То есть вот такое вот, можно сказать, первое правило, что с такими крупными серьгами я вообще не надеваю украшения на шею. Но это совсем не означает, что я к такому колье не могу надеть никакие серьги. Я просто выбираю какой-то маленький вариант, очень какой-то скромный. Вот как раз для таких моментов, друзья, подходят базовые, так называемые базовые украшения, то есть простые. Они небольших размеров, они скромного дизайна, но они подходят как раз именно для того, чтобы не привлекать к себе внимания, но сделать акцент, закончить как бы ваш образ. Не снимая эту серьгу, вот показываю вам, как это выглядит.
Ну и совсем по-другому обстоят дела, если на вас очень длинное колье. Даже это не колье, а вот, например, цепочка с кулоном, которая на мне была в начале видео. Я снова вернула вот эти серьги. Видите, они точно такие же большие. Но надевая вот такую длинную цепочку, мы убираем вот эту вот кучу украшений возле лица. То есть мы отдаляем вот это все от лица вниз, разряжаем как бы обстановочку, и уже к этим длинным серьгам уже можно надеть вот такое колье, такой вот кулон, который будет висеть на большом расстоянии от сережек. Еще хочу вам показать немножко, чтобы украшение было в тренде. Сейчас очень модно большие крупные кулоны на шнурке, на кожаном. Это украшение, ну, примерно сантиметров 80. То есть, друзья, я повесила сюда браслет, потому как у меня нету такого украшения, нету такого современного кулона, чтобы вам показать. Но я думаю, что вы видели уже такие фотографии, где просто крупная ракушка, например, висит, или какое-то крупное украшение, такой большой-большой кулон просто на кожаном шнурке. И вот здесь вот работает тот же самый принцип. Уже здесь можно надеть серьги покрупнее и отдалить их, серьги от кулона, отдалить друг от друга вот на расстоянии этого шнурка. То есть вы получаете здесь вот такое трендовое, например, украшение, длинное, и какие-то, может быть, сюда надеть более-менее, ну, крупные серьги, да, вот сантиметров 5-6. Чтобы показать следующий вариант, я переодела футболку. Здесь важно следующее. В том образе у меня была рубашка. И у рубашки есть воротник, который вот здесь, вот в этой области, тоже нам добавляет детализации, добавляет лишних как бы деталей. Но когда вы надеваете футболку, то есть здесь у вас появляется открытое пространство, а у меня здесь еще и достаточно большое декольте, куда прям напрашивается украшение на шею, то мы тогда начинаем плясать не от сережек, а от колье. Первое, я что надеваю, украшаю, это вот эту вот пустую зону. Вы видите, какие украшения я выбрала. Это винтажные бусины, это уже современный кулон, то есть такой вот современный более-менее образ. Ну и подбирая сюда сережки, я их выбрала два варианта. Вот вы можете посмотреть. Это вот тот вот простой вариант и немножко подлиннее, сантиметра 4-5 эта серьга. Что вам больше нравится, это вы будете уже смотреть на себя, но принцип здесь следующий. Вот этот золотой кулон и золотые сережки, цвет золотой я имею в виду, вы понимаете, да? Они все-таки должны быть на каком-то более-менее условно большом расстоянии. Если серьга будет длинная, вот, посмотрите, она как бы приближается к кулону и опять создает ненужную кучу украшений. Вот, понимаете, что я имею в виду? То есть, чем меньше серьга, тем на дальшем расстоянии она будет находиться от другого подобного золотого украшения и не будет создаваться вот эта вот кучность. Следующим моментом я хочу показать, как наслаиваются детали дальше. Вот здесь уже у меня появилась верхняя одежда, то есть опять воротник. И наша зона декольте, она уменьшилась. Она была большая, а сейчас уже меньше. То есть может показаться, что здесь вот что-то будет уже лишнее.
Дальше вы, например, носите очки. Добавляем очки, еще один аксессуар. И вроде бы все ничего, потому что эти очки, прозрачные. То есть у вас здесь фактически только рамка, только оправа видна. Но вот вышло солнце, и вы надели солнцезащитные очки и еще вот такого вот, например, большого размера. И тогда, что-то явно здесь будет лишнее, и это надо будет убрать. Например, так. Вот я специально оставила, кстати, вот эти маленькие сережки и средних размеров серьги. Вот эти сережки уже кажутся мелковатыми, правда, когда вот ушло это колье? Ну, а эти в самый раз. Так, с крупными и длинными серьгами мы, наверное, разобрались. Они самодостаточные. И то же самое, в принципе, можно сказать о вот подобных серьгах, крупных, но не длинных. Это часто бывают винтажные украшения. Современные украшения только немного в другом дизайне тоже часто продаются. Особенно Zara любит очень крупные серьги, массивные. И если на вас надета, например, водолазка в холодное время года, или свитер под шею, или что-то, какой-то топ с драпировками, там, вышивка может быть здесь какая-то наверху, то однозначно к таким серьгам не стоит надевать украшения на шею никакое. В вашем образе будут только эти серьги присутствовать, и этого достаточно. С другой стороны, в этом и простота подобных украшений, потому что их надел, и все, больше ничего не нужно. Ничего. Но совершенно другое дело бывает, если у вас появляется уже зона декольте. Она образуется другими предметами одежды. Давайте я вам покажу парочку вариантов. Первый вариант – это V-образный рубашечный воротник, причем на некоторых блузках, как у меня на этой, вот здесь верхних пуговиц нет, потому что это не вполне такая вот рубашка, и зона декольте получается на самом деле очень глубокая, и можно, в общем-то, ее украсить даже при вот этих вот крупных клипсах. В таких случаях я беру простые цепочки. Вот так эта цепочка хорошо лежит в такой зоне декольте, она тоже образует форму V-образную. На ней присутствуют маленькие кристаллики, как в клипсах, и она довольно-таки тоненькая, не привлекает к себе такого большого внимания и не создает кучности украшений. То есть если ее нет, у нас здесь образуется пустота. Ну, а когда она есть, то пустота заполняется и в то же время не перегружает этот весь образ. Следующий вариант уже более глубокого декольте. Зона пустоты у нас увеличивается. Сюда точно надо что-то подобрать. И чем больше у нас пустого пространства, тем больше мы можем на него чего-то там повесить. Я здесь беру 2 цепочки. Одна вот такого дизайна интересного с вот такими вот звеньями, а вторая – это ниточка кристаллов. Я надела эти 2 цепочки, но теперь вижу, что длины вот этой мне немного все-таки не хватило. Я не хотела бы, чтобы она была слишком короткой. Дело в том, что, посмотрите, вот здесь вот возникает как бы много пустоты, а украшения сдвигаются ближе к серьгам. То есть кучность образуется в верхней части. Все-таки было бы лучше, если бы эти цепочки были спущены немного вниз. Я сняла эту цепочку, и мне кажется, что так даже выглядит лучше.
И третий вариант декольте, ну, такое вот небольшое, но его можно было бы и не украшать, но здесь есть одно важное но — это черный цвет. Черный цвет, может быть, кто-то из вас не носит. С возрастом он становится у лица просто катастрофой. Это опасно. И чтобы носить черный цвет у лица, нужно обязательно делать макияж и обязательно его украшать. То есть даже в это маленькое декольте мне нужно что-то добавить. Я бы добавила как раз вот эту вот цепочку из предыдущего варианта, которая была коротковата. Ну, чтобы немножко разнообразить это видео, у меня есть еще вот такой чокер, просто вот такое кольцо. Оно очень лаконичное, не дает лишнего дизайна, как бы вот здесь. Здесь и всего и так уже много, и воротничок, и пуговички, и все. Но оно прикрывает как раз вот эту пустоту, и придает еще больше вот это сияние и немного освежает все-таки образ в этой вот тотальной черноте. Я вам сейчас покажу наборы сережек, которые у меня есть, и наборы цепочек, которые у меня есть для дополнения всех очень крупных украшений. То есть, видите, я покупаю вот такие вот палетки целые. Здесь могут быть маленькие вот такие вот колечки базовые, какие-то базовые пусеты. Потом у меня есть эти серьги, которые я вам сейчас уже показывала. Тоже это был набор из 3 вариантов. Вот такие вот шарики висящие. Видите, они качаются, очень хорошо подходят под бусы. То есть если вы не носите цветные бусы и хотите такие же шариком их обыграть, вот такие. Или вот такие вот пусеты тоже, таблеточки тоже такого вот золотого винтажного цвета, ну или бронзового цвета, как вам больше нравится это называть. Если вы хотите добавлять какие-то цветные акценты, это могут быть пусеты, вот видите, как здесь из натуральных камней какие-то, тут, наверное, это амазонит, вот такие. Либо вы можете даже бриллиантовые пусеты иметь, или с кристалликом с каким-то белым. То есть это такие универсальные будут, подходящие под все, под любые колье. Ну или вот такие вот полушарики жемчужные, маленькие. Это уже, конечно, не совсем такие вот базовые, но в принципе они вот очень хорошо ложатся в ряд с вот такими шариками. То есть это базовый такой вот набор сережек, которые, если вы надеваете акцентные колье, вот это беспроигрышный вариант. Вы можете эти statement necklaces обыгрывать подобными сережками. Они маленькие, они незаметные, и в то же время они заполняют какое-то пространство вокруг вашей головы, как говорится. Ну, если вы поняли, что я имею в виду. Ну и наоборот, я имею еще вот несколько цепочек, которые я вам сейчас все показала, с крупными серьгами. Они все современные, некоторые имеют вот такие интересные линки, звенья. Вот такая цепочка тоже. Просто цепочка со стразиками, да, вот напоминающая вот эти теннисные браслеты с бриллиантами, но только это колье. Не знаю, называется ли оно теннисным колье, не знаю. Ну, то есть, если вы выбираете украшение на шею, с которым не знаете, просто не знаете, какие серьги подобрать, вот берите самые простые. И никогда это не будет перегруз. Либо наоборот вы берете крупные серьги, и вот тогда такая простая цепочка. Или даже здесь у меня, может быть, вам покажется, что не совсем простые.
Вот такой набор украшений базовый нужно иметь всегда для сочетания самых шикарнейших украшений. И если вы боитесь там как-то ошибиться, как вы считаете, ну, в общем, вы меня поняли, я надеюсь. Ну и абсолютным рекордсменом по количеству выходов в свет, так сказать, будут сережки средних размеров. Это от 3 до 5 сантиметров. Серьги небольшие, ну, для меня. Я считаю, что это небольшой размер сережек. С их помощью можно собирать большое количество образов, добавлять колье, добавлять цвет в ваш образ. И поверьте, количество сочетаний с такими сережками у вас будет ну, просто максимальным. Такие серьги могут быть просто из металла, интересного дизайна, современного. Это могут быть серьги-кольца. Вот такие вот у меня не совсем конго, видите, ну вот такой вариант есть. И, конечно же, с помощью сережек можно играть в цвет. Надеваете что-то такое нейтральное, вот как на мне сейчас эта футболка, и я с ней сейчас покажу вам несколько образов. Вот такие пастельные цвета, вот такие яркие цвета. То есть здесь простор для игры бесконечен. Зеленый цвет, красный цвет. Ну и давайте я сейчас примерю, расскажу принцип, как я подбирала сюда украшения. И все это будет надето с вот этой вот белой футболкой с V-образным вырезом. Поверьте, вот этот предмет гардероба, он универсальный, он под все украшения, под любую одежду. У меня это такой заношенный предмет гардероба, что я бы уже хотела его сменить на более как-то более свободный, потому как сегодняшний стиль предполагает немножко все-таки оверсайзные вещи. Но я, к сожалению, не могу найти такую футболку, потому что большинство продается это обычные тишот. Топы с круглым вырезом под горло, а это уже совершенно другой вариант. Ладно, давайте я не буду долго отклоняться. Я решила первый образ составить с красным цветом. Я знаю, что красный цвет многие носить боятся, но самое удобное использование красного цвета – это в аксессуарах. В принципе, это может относиться к любому другому цвету, который вы боитесь надевать. То есть вы, когда надеваете одежду красного цвета, то она заполняет много места в вашем образе. Даже если это будет нижняя часть, там юбка, или верхняя часть, топ, то это уже половина вашего образа. Опять же, пользуясь вот этим моим правилом пустоты и заполненности пространства, вот нужно мыслить вот именно вот так. И если вы боитесь, что половина вашего образа будет красный, а вы не хотите, вы стесняетесь так ярко выглядеть, то аксессуары – это то, что вам нужно. И такие вещи можно обыгрывать как раз вот такими вот сережками или бусами, колье. Это бусы, которые участвовали в моем прошлом видео, если вы помните, как носить бусы современно. И давайте я вам расскажу, что будет на мне надето. Итак, это серьги с кораллами. И, как вы видите, здесь есть прозрачные элементы со стеклом, и не только коралловые бусинки. Ну и к ним я подобрала красные бусы, которые застегнула вот таким образом, уже не раз вам рассказывала, да. И бусы прозрачные, хрустальные. Они не создают акцент, потому что они прозрачные. И в то же время это украшение достаточно крупное.
А, Я извиняюсь, что, может быть, со звуком будет что-то не то. То есть я думаю, что понятно вам объяснила, да, принцип подбора. Красное, красное, прозрачное, прозрачное. И такие сережки, как вы видите, они небольшого размера, поэтому не создают кучности опять украшений, большой кучности. Вот. Есть еще один маленький лайфхак. Давайте я вам сразу его покажу. Если у вас длинные волосы, ну или какие-то до плеч, там каре, я не знаю, может быть, такие, как у меня, то вы можете как бы своей прической гасить серьги. То есть если вам кажется, что серьги слишком видны, слишком создают какой-то акцент, то вы меняете прическу на вот такую. Просто волосы не закалываете наверх, и серьги немножко гасятся. И в моем случае гасится даже немножечко вот эта вот зона декольте. То есть украшения становятся не такими явными. К этому образу я добавляю красные кеды. Кеды – это один из моих любимейших видов обуви. У меня они есть в разных цветах. Не вся, конечно, палитра, как я бы хотела, но разные цвета. Кеды, во-первых, это всегда яркий акцент, потому что у них уже дизайн, бросающийся в глаза. Одежде я сбалансировала как бы бусы красные и серьги вот этими красными кедами. Ну, тут могут быть еще варианты, конечно, белые кеды или другие какие-то нейтральные, и, например, красная сумочка, какой-то клатч, который будет у вас либо в руке, либо в нижней части возле бедра висеть эта сумочка. То есть, понимаете смысл? Я хочу показать вам то, что вот эти красные акценты будут распределены по всему телу вашему. То есть это не будет в одном месте скученность такая, а вы с помощью аксессуаров и предметов гардероба этот красный добавляете в те места, в те пустоты, которые хотите заполнить. Вот это вот как бы и есть вот это правило пустоты и заполненности. Еще один приведу пример с серьгами средней длины. Это тоже универсальные серьги, очень сейчас трендовые, подходящие под все. Это серьги-кольца, но вот такие вот пухленькие. Видите, у них есть некоторый объем. Не знаю, видно вам здесь или нет, что это серьги серебряного цвета, но вот тут вот у них есть такая вот золотая полоска, как, знаете, как золотое пятно краски. Сейчас я это все одену. И сюда, к этим серьгам, или наоборот, к колье я подобрала такие серьги, можете считать как хотите. Вот такое винтажное колье. Оно, видите, делается из такой вот сеточки металлической. И здесь присутствуют 3 цвета. Это серебро, золото и ганметал. Очень удачно сейчас, ну, вы знаете, наверное, уже из каждого утюга, от каждого стилиста вы слышите, что можно совмещать несколько металлов одновременно, то есть в разных изделиях. Но чтобы все это сгармонизировать, и там, допустим, у вас колье в одном металле, кольцо в другом металле, то все это хорошо объединится, если у вас еще есть какое-то украшение в одном, котором присутствует несколько металлов. Ну, я думаю, что вот такая вот иллюстрация явная, которую я вам показываю, становится понятной, да? Вот. То есть что мы здесь видим? Мы заполнили пустоту пространства в зоне декольте. Все это дополнили серьгами, которые не делают кучного образа с украшениями. То есть они находятся на расстоянии каком-то.
Ну и в средней части тела у меня стеклянное кольцо тоже крупного размера, под стать серьгам, под стать колье. Очень такой стейтмент, как бы сказали, знаете, на английском языке, то есть заявляющее о себе. Ну и если вы, допустим, носите браслеты и немножко подтягиваете рукава жакета, то тут можно надевать браслеты. То есть у вас получается образ. Вот я вам показываю, как это все выглядит вместе. Получается, что в образе есть акценты. Это серьги, колье, кольцо и еще один аксессуар – это обувь. Здесь туфли серебряного цвета. Вот в таком вот образе с джинсами. Я очень люблю добавлять туфли на Kitten Heel, на маленьком каблучке. Вы, конечно, километры на них не накрутите, там, допустим, если вам ходить очень долго. Но, тем не менее, куда-то пойти просто это несложно выдержать, такой каблук вполне можно. Вот. Ну, я надеюсь, что моя иллюстрация вот этого правила пустот, я буду вам все время о нем говорить, потому как я хочу, чтобы вы поняли вот эту мою мысль. Да? Возможно, что кто-то уже понял, и она им надоела, но тем не менее. Ну и немножко поговорим уже не о винтажных украшениях, а больше даже антикварных. Вот как на мне это колье. И некоторые утверждают, что это братья Найгер. Даже в книге Сибил Ярбзур есть похожее колье. Ну, это так, это, знаете, хвастовство такое, ну ладно. Вот. Но вот обратимся к такому, да, антикварному колье. Оно, конечно же, самодостаточное. Ничего к нему вот сюда вот лепить я не буду никогда. Вообще вам не советую. И к этому колье я бы даже не стала выбирать какие-то акцентные серьги, а взяла вот такие вот пусеты просто, металлические серьги-гвоздики. Они очень хорошо повторяют вот этот же металл, такой вот состаренное золото или бронза, или матовое золото, как угодно вы его можете называть. Сейчас я надену эти серьги. Вот так вот они выглядят. То есть здесь полностью я оставляю акцентным это украшение, чтобы ничто не отвлекало от него взора человека, который на меня будет смотреть. Ну, вот так вот. Как это выглядит в целом, я покажу вам вот здесь, как всегда. Значит, сюда я дополнила в этот образ кроссовки. Да, друзья, я к таким вот красивым украшениям очень люблю добавлять спортивного стиля немножко. То есть это придает такую некую современность и снижает, как я всегда говорю, это снижает градус торжественности, снижает градус нарядности, ну и в целом делает образ таким неформальным, более применимым к повседневности. Решила вставить сюда это экстренное включение, пока монтирую видео. И сегодня мне попалась в соцсетях в очередной раз новая такая профессия появилась, стилист украшений. Это то же самое, что стилист одежды, только с украшениями. Они рассказывают постоянно о трендах, делают шопинги, разборы шкатулок, продают гайды, как что подбирать, с чем сочетать. Наверное, такая профессия востребована стала, поэтому она появилась. Может быть, кому-то действительно это поможет, но на самом деле, друзья, я хочу сказать, что в подборе украшений нет никаких правил, как, в общем-то, и в подборе одежды. Это не математика. Я по профессии, кстати, математик, но даже в этой точной науке есть
какие-то неточности, например, такие понятия, как лимиты или приближение. Ну, а мода и украшения – это вообще не наука. А самое главное – это эмоции в этом деле. Если украшения вам дарят эмоции, если вы чувствуете в них себя свободно, уверенно, то, поверьте, никто не скажет, что вы надели что-то не так и не по правилам. А вот если вы будете как-то чувствовать себя зажато и думать об этом, то собеседник напротив вас начнет что-то подозревать и точно скажет: наверное, не те серьги надела. Ни один стилист в мире не даст вам вот этого ощущения, этих эмоций. Вы должны сами понять, что вам нравится, что не нравится, какой смысл вы хотите передать своими украшениями. Это такой язык между внутренним вашим «я» и внешним миром. И самое главное в том, чтобы носить украшения, это не правило, а это то, нравитесь ли вы себе в украшениях или нет. Тут даже недостаточно просто любить украшения. Их можно любить, и они будут преспокойно лежать у вас в шкатулке. А нужно просто нравиться себе в украшениях. Как это сделать? Как это начать? Вот мне кажется, что я сделаю отдельное видео на эту тему. То есть если вам не хватает вот этой уверенности, но очень хочется. Ну, а вообще смотрите мои видео. Все-таки смысл моего канала в том, чтобы дать вам вот это вдохновение и уверенность в себе. Следующий момент, на котором я хотела бы остановиться, особенно для любителей винтажа, это комплекты. Многие любят носить комплекты украшений. И раньше, когда было принято носить украшений много, то есть и серьги, и колье, то создавались парюры, комплекты. Это и кольца, браслеты, колье и серьги, и все это так и носилось вместе, чтобы женщина не задумывалась о том, как ей подбирать, с чем сочетать. Вот так надела весь комплект этот, и все, ничего не надо больше думать. Но сейчас все по-другому, и такие комплекты больше не носят. Хотя по отдельности каждая из этих украшений очень красива, и их можно и нужно носить. Давайте я покажу на примере. Вот, допустим, чешское колье, да, ну, вот такое вот со стразами, всем известное. И вот у меня есть такие же сережки. Может быть, это не совсем комплект, но они очень смотрятся как комплект. И если я все это надену вместе, то смотреться это будет как-то все-таки старомодно. Я уж точно так не ношу. Вот, ну и вам, конечно же, тоже не советую. Вот как это бы выглядело, если бы я надела этот комплект. И чтобы не было у меня внизу, все-таки это как-то не очень. Поэтому я просто эти серьги сочетала бы с обычными вот такими вот современными. Здесь тоже кристаллики, но, как видите, они выглядят совсем по-другому. Они не составляют с этим колье комплект и не создают здесь вот эту вот кучу из страз. Вот так. И даже когда украшения вообще не комплект, будем говорить на конкретных примерах, наверняка многим известны такие подобные чешские украшения. И у меня есть и кольцо из гранатового стекла, и клипсы из гранатового стекла, и сережки, которые я уже не стала доставать, но поверьте, они у меня есть. То есть вроде бы это и не комплект, да, но носить это все вместе я никогда не буду.
Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот я все надела из гранатового стекла, и это не комплект, но это все винтажные украшения. Они, да, они хорошо сочетаются друг с другом, но все вместе это не придает образу современности, не придает актуальности. Даже, если на мне вот надета современная джинсовка и что-то там еще внизу. Поэтому вместо вот этих вот, клипс, я бы просто надела обычные, серьги Конго. Вот, кольца. В одном из своих видео я рассказывала, что серьги Конго, никогда не выходят из моды. Они всегда, модные, популярны, актуальны. И вы, если вам позволяет финансовое ваше состояние, можете сделать эти серьги золотыми, и вы будете носить их постоянно. Особенно это актуально для тех, у кого аллергия на бижутерию. Это смотрится гораздо моднее, гораздо актуальнее и современнее. То есть вот вам реальный лайфхак, как носить вот такие вот чешские украшения. Ну и я думаю, что самые внимательные уже поняли мой такой принцип подбора украшений. Я его называю принцип пустоты и заполненности пространств. То есть если вы видите в своем образе такие вот визуальные дыры, то заполняйте эту дыру украшением. Ну, а если вы видите, что в каком-то месте у вас какой-то перебор, слишком там большая куча всего, детали одежды, принты, украшения, еще там что-то может быть, какие-то другие аксессуары, то тогда из вот этой вот всей кучки вы вынимаете, наоборот, что-то лишнее. Ну и давайте я вам это проиллюстрирую. Самое главное, что вы должны понимать, что в вашем образе участвует все. Это принты на одежде, это детали одежды, это сумки, обувь, макияж, прическа, не только украшения. Вот, допустим, я надеваю сюда все с той же футболкой, где большое декольте, и сюда нужно обязательно что-то добавить. Я добавляю колье покрупнее того вот предыдущего чешское. Это колье Живанши, оно с пластиковыми вставками, достаточно такое крупное, акцентное. К нему больше ничего не нужно. Если бы было что-то здесь помельче, я бы, может быть, несколько украшений добавила. Ну, вы знаете, я люблю сочетание бусы с цепочками, например. Так как возле этого колье, я уже объясняла, не нужны крупные серьги, поэтому оставляю вот эти серьги-кольца. Ну и дальше. Дальше у нас идут руки. Они у нас, как обычно, находятся внизу, да, и уже сюда мы надеваем кольца. Если же вы закатываете рукава немножечко, то есть открываете запястье, то у вас появляется пустота на запястьях, и сюда вы можете уже добавлять браслеты. Ну и чтобы это все сбалансировать, обязательно внизу добавляйте какую-то акцентную обувь интересную. У меня вот такие вот коровьи балетки с шерстью, такой интересный дизайн. Ну и как вы видите, что здесь у меня все украшения расставлены как бы примерно плюс-минус на одинаковом расстоянии. То есть если бы не было браслетов или колец, то в этой зоне, вот в зоне бедер, где находятся руки, у вас образовалась бы такая вот визуальная пустота. Если бы не было колье, то визуальная пустота образовалась бы вот здесь. Ну, друзья, давайте и последний на сегодня образ. Образ в леопардовом платье. Давайте вот посмотрим на такую горловину. Казалось бы, все под шею, и украшения надевать некуда. Но
не все так однозначно, как говорится. Я все-таки добавлю сюда вот такое винтажное колье с кристаллами. И видите, на конце, на замке, у меня висит жемчужина. Такой вот жемчужный кулон. Этот лайфхак я показывала в предыдущем видео с бусами, как носить бусы современным образом. Вот я часто на колье подвешиваю, с одной стороны, видите, замок, а с другой стороны я подвешиваю кулон. Сейчас вы увидите, как я их надену, как это будет выглядеть. Вот так выглядит это колье. Я его застегнула не на последнее кольцо, как обычно, а выше, на любое вот звено по объему шеи. И у меня получился такой короткий чокер с хвостиком, на конце которого висит жемчужина. Вот так. Ну и пользуясь своими правилами, что сюда я уже не надену длинные серьги, поэтому я снова выбираю вот эти маленькие базовые серьги. Так, что у меня получилось? На одной руке у меня кольца, на другой браслеты. Вы видите здесь дамаскин и, что самое главное, это браслет, подобранный по смыслу к леопардовому узору на платье. Дальше, друзья, еще больше. Я надеваю вниз сетчатые колготы. Гулять так гулять. Кто-то сейчас тут может сказать, что это все фу-фу-фу, это слишком, это неоднозначные мнения. Конечно же, туфельки на каблучке, но тут уже кроссовки смотрятся, ну, как-то не очень. Тем более, что я выбираю такой, как бы, даже вечерний, можно сказать, наряд, да. В таком образе можно куда-то сходить. Ну и если погода еще прохладная, то обязательно, конечно, какая-то нужна верхняя одежда. И в этой вот верхней одежде очень красиво смотрится, опять же, колье, которое я надела. Вот этот именно хвостик, он красиво лежит между бортами плаща. Вот такой вот образ у меня получился. Вы знаете, я его сложила прямо вот сейчас вместе с вами, пока снимала это видео. Друзья, я буду заканчивать это видео, потому как примерять одежду можно долго, разные варианты. Но я хотела вам донести вот этот вот основной принцип подбора не только украшений, но и такого вот гармоничного баланса во всем. Нужно учитывать в своем внешнем облике и принты, и детали одежды, и аксессуары все, которые на вас будут надеты, сумки в руках, обувь, не только украшения. Поэтому я в своих видео часто показываю себя именно с ног до головы, чтобы вы понимали, как это выглядит все вместе. Мозг человека так устроен, что он оценивает и видит образ в целом. Ну, а вот так вот, например, украшения, колье и серьги, это вы видите только на экране. Так я могу показывать все, что угодно, и оно будет смотреться хорошо. Ну, а в жизни, конечно, никто не носит очень много украшений, как Айрис Апфель, поэтому мы стараемся их как-то сгармонизировать. И я надеюсь, что вот этот принцип, который я называю принципом пустоты и заполненности пространства, этот принцип был вам понятен. Старайтесь распределять украшения полностью по вашему образу, чтобы у вас не было скученности такой украшений, что все надето в одном месте. Наденьте лучше крупные серьги и кольца, или браслеты и колье какое-то, и маленькие серьги. Я надеюсь, что я смогла это объяснить, чтобы это было так вот понятно, наверное, каждому. Ну и я надеюсь на ваши лайки, какие-то рекомендации своим друзьям. Подписывайтесь на канал, кто здесь впервые. До встречи в следующем видео.